Всем привет! Привет! Вы на канале DC Fun Retro. С вами Капитан Пауэр. И это обзор крутого эмулятора для Sega Dreamcast, который вышел совсем недавно, на днях. Его раскопали на официальном GD диске. Это официальный эмулятор Sega Genesis, про которого раньше никто не знал. В принципе, про него знали. Про него писали на Junkie Yard, но вживую его никто не видел. И вот сейчас люди нашли этот диск, выложили его в GD формате, и можно вручную скачать, пощупать этот эмулятор, попробовать, насколько он крутой. Дело в том, что раньше эмулятор Sega Genesis он выходил в США в составе Sega Smash Pack, как многие знают, далеко не самый лучший эмулятор. Его Вектор еще продавал. И основным недостатком этого эмулятора от Вектора, кто помнит этот Sega Smash Pack, основной проблемой, в общем, было то, что каждая игра грузилась отдельно, как целая игра. И само меню было сделано через, такое, в общем, меню, которое еще часто пираты использовали для загрузки остальных игр. Еще был один неофициальный эмулятор, Gen Plus, который потом допилили, потом его допиливали еще несколько раз, там версия от Qzar, версия от Blackout, в общем, несколько раз его допиливали. И он даже вполне такой нормальный эмулятор, совместимый, только в последних версиях почему-то звук хрипит, но до сих пор это был лучший эмулятор Genesis, который можно было скачать для Dreamcast. И вот недавно на сайте Junkie Yard, там где выкладывают всякие рарности, например, видео с Colin McRae Rally для Sega Dreamcast. Оказывается, кто не знает, то для Dreamcast сделали Colin McRae Rally 2.0, полностью рабочая версия, но просто в публичном доступе ее нет, но такая игра существует для Dreamcast и полностью работоспособная, хотя, судя по тем видео, которые я смотрел, то какая-то скорость там слишком быстрая, в общем, терзают смутное сомнение, что полностью она работоспособна на 100% без багов. Но тем не менее. Так вот, там было впервые сказано про этот официальный эмулятор Sega Genesis для Европы. Он раньше был в составе Sega Smash Pack то ли для США, то ли для Японии, а для Европы разрабатывался свой официальный эмулятор. И что характерно, у него совершенно другая оболочка, не такая, как у того же Smash Pack. И на голову выше, чем во всех этих хомбрюшных эмуляторах. То есть видно профессиональная рука разработчиков. Его выложили в GD формате, но не проблема оказалась его распаковать через GD Tool, или как его там называется, эта прога. На последней версии только открылся образ, на предпоследней не открывается почему-то. И потом можно записать обычными прогами для создания образов, тем же Lazy Boot, и создать CDI со своими ромами. Что характерно, лист, который для ромов создается, он в обычном простом формате, как для всех других эмуляторов. Вот точно такой же формат ромов и этого списка ромов, как в эмуляторе Gen Plus или как в Dream SNES, например. Я даже положил небольшой скрипт, которым можно сгенерировать этот список ромов. И вот я напихал своих хаков туда, в этот эмулятор, и сейчас мы с вами посмотрим,
как он вообще работает, насколько он хороший. Но если в целом я погонял его и могу сказать, что он чем-то напоминает эмулятор Sega из Sega Smash Pack. Конечно, он круче тем, что менюшка сама по себе круче, и сам интерфейс круче, опции удобные. Но звук такой же кривой звук, как в Sega Smash Pack. Может лучше немножко, но звук просто ужасен. Некоторые ромы глючат. Например, Rock'n'Roll Racing, зависает Counter Hard Corps, Comic Zone что-то у меня вообще не запустился. Echo 2 вообще повесил эмулятор напрочь. В общем, много таких игр, которые либо вешают эмулятор, либо глючат, совместимость хромает, но сам факт того, что выложили еще один третий эмулятор Sega Genesis для Dreamcast, это уже огромное событие для Dreamcast сцены. Хотя, может, сейчас он никому не нужен, но чисто вот для фанатов, у которых есть карта памяти или... Ну, в общем, которым не жалко портить диски, а которые могут запустить игры с карты памяти, то они могут пользоваться вполне. Очень удобно погонять некоторые игры. Mortal Kombat 2, например, работает. Mortal Kombat 3 что-то мне не удалось запустить. Команда работает. В общем, потестим сейчас и сами решите, нужен ли вам этот эмулятор Genesis для Sega Dreamcast, что в нем нового, насколько он качественный вообще и что из себя представляет. Вот и наш эмулятор, о котором шла речь. Я запускаю через демуль, потому что Dreamcast, во-первых, запускать лениво. Но на демуле он работает, в принципе, я думаю, что точно так же, как на железном Dreamcast. Если есть большая необходимость, в общем-то, я могу и записать на флешку и протестить, как оно работает на реальном Dreamcast. Но мне лениво подключать тюнер, и изображение там будет мутное. Если для летсплея или просто показать, как оно работает, то все-таки через эмулятор оно, конечно, проще. Я не думаю, что будет большая разница в качестве звука или что, все-таки Металлик этот демуль как-то вроде как допилил в качестве звука, по крайней мере не такой ужас, как был когда-то. Ну, может и не было раньше ужаса, но какой-то фильтр, по крайней мере, появился, который там что-то сглаживает. Но когда я последний раз сверял звук, то я разницы с реальным Dreamcast и не услышал, может. Поэтому я не думаю, что качество звука будет чем-то отличаться от реальной Sega. Если вы делаете сами этот эмулятор, то обратите внимание, что символов где-то помещается около 38. Если очень длинное название, оно, в общем-то, влезет, конечно, в эту менюшку. Оно влезет, но будет торчать так некрасиво и за пределами менюшками. Я думаю, что текстуру можно перерисовать, наверное, сделать типа как на весь экран, чтобы помещалось. Но чем-то мне эта менюшка, вот она почему-то мне напоминает сильно Gen Plus, не знаю почему. И список ромов прямо как Gen Plus. Но это же не фейк, это вроде, да, катановский эмулятор на катании, это не хамбрю какой-нибудь. Но... Итак, я закидывал всяких ромов. В оригинале с ним идут какие-то ромы, ну, стрёмные, со Smash Pack. Я их тоже сюда закинул все. Прикол в том, что с каждым ромом из этого Smash Pack идет там в папке картинка для карты памяти. Поэтому я оставил эти ромы, но что-то я все равно не нашел, чтобы эта картинка отображалась. Все равно пишется на карте памяти Mega Drive и все. Может быть, они еще поленились создавать картинку для каждой игры, но, наверное, такая возможность в эмуляторе есть. Если самому сделать картинку для ромов, может, она и будет работать.
Итак, что вам показать? Начнем с самого простого, самого настоящему сеговского. То, что всегда работало и должно работать. Самой сеговской игры. Это... Так, это, конечно же, Super Mario Bros. Ну-ка. Звук, сказать, что он ужасен, это значит не сказать ничего. Управление какое-то кривое. Вот, конечно, его можно поменять. Чтобы поменять управление, нужно зажать 4 кнопки старт. Тогда попадаешь в менюшку, и там можно настроить управление. А, Б, С. А, пусть будет Б, пусть будет С. Так лучше. Мне так удобней. Что-то я совсем запутался. Потому что непонятно, как подтвердить. Ну, звук жест, конечно. Он и в оригинале в этом Марио был такой. Он и в оригинале был не сахарный. Ну, в общем, с Марио все понятно, я думаю. Посмотрим, как работают остальные игры. Продолжим традиционно проверять игры, которые традиционно сеговские игры. Посмотрим, как работают танчики. Ну, здесь ситуация немножко получше, потому что, по крайней мере, в них музыки нету, и она не давит так сильно на уши, как Марио. А мне вот этой сеговском порте Марио даже нравится музыка, она такое сеговское звучание. Такое сразу слышно, что не Дэнди, а такое чисто сеговский чип-синтез такой. Даже свой шарм какой-то. Эти танчики, кстати, кто не знает, это вовсе не порт, это заново написанная игра, танчики просто клон. Может быть даже не очень точный. Ну, автор говорил, что где-то писал, что он на глаз чисто делал, никаких там точных сравнений не проводил. Ну, как на мой взгляд, оно даже не чувствуется разницы такой. Ну, получилось вообще. Сколько я не видел этих... Кстати, нельзя ехать туда. Как-то упирается, так в оригинале, может, так и не было. Ну, в общем, сколько я не видел клонов танчиков, то это самый удачный такой переделка танчиков. И что больше всего мне нравится, можно на старт сокращать вот эти очки. Когда в оригинале ждешь, то тут просто сокращаешь и все. То есть не надо после каждого уровня ждать. Итак, так. Проверим Angry Birds. Я не проверял, честно говоря, сам. Надеюсь, что не зависнет. Ну-ка.
кстати, не так уж плохо сделали на Sega Angry Birds. Я ожидал худшего. Ну, кто видел на Лосибитке, то там вообще ужасно. На Лосибитке, по-моему, не один даже, там две. Ну там музыка вообще такая давящая. Ого, даже трещит у него шлем. Знаете, так оно вполне даже играбельно, я бы сказал. Я ожидал худшего от... Даже физика есть какая-то. Это очень неплохо. Из всех, наверное, пиратских подделок под Angry Birds, то... Ладно, хватит с Angry Birds. И вот чем отличается от эмулятора, ну, Sega, из Sega Smash Pack, что мало того, что можно выбрать сразу игру, вот эти опции удобные, можно выбрать язык, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. Регион можно выбирать, можно выбрать карту памяти. Ну и сам интерфейс такой сделан в духе Sega, качественно. Так, что еще проверить? Street of Rage покажу, как работает. Это не просто Street of Rage, это хак Street of Rage, там где вместо этой бабы, как ее зовут, Sketch Turner. Ага, написано картридж для США. Меняем регион. Америка. Америка. В общем, может это вина хака, что оно так глючит, но, конечно, оно так не глючит на нормальном эмуляторе. Ну, я не знаю, как на реальной Сеге. Но здесь даже не только скетч разваливается на куски, а... В общем, можно запустить оригинальный. Можно запустить оригинальный и посмотреть, глючит ли там так Blaze, как в скетче Тернера. Меня даже как-то не настолько сильно глючило, когда я играл. Когда я играл первый раз на этом эмуляторе, как-то глючило даже поменьше. Ну, по крайней мере, его так не колбасило на спрайты. Может, это из-за демоля, не знаю. Так, то истории. Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat я запускал все 3 хака, которые у меня были. У меня даже больше хаков Mortal Kombat. В общем, третий Mortal Kombat, как я понял, он работает, кажется. Обычный. Я вот почему-то обычный даже не записал, не хаченный. Просто в этом хак мини, он, наверное, для гофера сделан, и в нем почему-то управление не работает. А так он вроде бы запускается. А вот эти хаки другие, типа 0.6, там где скланчи, кажется, или вот этот,
Mortal Kombat трилогия, 23 версия, то они не запускаются вообще никак. Вешает эмулятор, вешает даже демуль вешает, и вообще все зависает к чертям, если запустить. Я думаю, что оно оперативку грузит, это целый ром, а ром больше 10 мегабайт, может не хватает оперативки или что, но, короче, завис он сразу. Надо поискать трилогию, там с какой-то версии была такая, как этот Кабала был такой удачный, он вроде бы 8 мегабайт всего весил, и, и запускался даже на железе, и ну, на флеш-картриджах. И вот такая версия, может, есть шанс, что она запустится. Но эта 23, она, по-моему, 10 метров, она не такая совместимая, вот как раньше эти старые версии. Это надо попробовать поперебирать. Может, какая-то из них запустится, не знаю. Итак, Vectorman. Из Smash Pack. Этот ROM идет в оригинале с этим симулятором. Был на GD диске. Звук, сказать, что отвратительный, это ничего не сказать. В смысле, в Виктормене хороший звук. Одна из лучших музык за всю историю Мега Драйва. Но так как оно звучит на эмуляторе, это просто ад. Ужас, прыгать на курок. Как я мог так поставить? О, хорошо, хоть есть кнопка использовать по умолчанию. И она не поставилась по умолчанию. Но как сделали глупо. Ну как подтвердить? Или ладно, сам настрою сейчас. Пусть будет А, пусть будет Б, пусть будет С, пусть будет X, X, Y, Z, Z. Вот так гораздо лучше, как было сразу. Все равно неудобно, конечно. Мало того, что звук кривой, вот эти баги, вот здесь на стенке баг. Я не помню, как в Sega Smash Pack там были такие баги или нет. По-моему, кстати, очень похожие баги. Мне кажется, что они просто код попросили у своего американского подразделения и просто менюшку переделали. Может, немножко код переделали, но, ну, наверное, эмулятор все-таки это сеговский, тот же, такой же, наверное. Может, даже более старый, чем в Sega Smash Pack. Все-таки, хотя Sega Smash Pack, он тоже глючный до ужаса. Там только вот эти пару игр идут, которые сеговские, остальные тоже проблемы. Вот какие баги, стенки эти кругом. Как будто бы оперативная память повреждена или... Ну, в общем, все понятно с Викторменом. World of Tanks работает, но лучше не показывать этот ужас, лучше не видеть, потому что развидеть потом не получится. Эту историю я не проверял. Что такое Stage 2? Это не я записывал, это было в эмуляторе. Street of Rage 2. Я так думаю. Для американской версии. We are living in America. 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 Ага, а в этом... А не глючит здесь Blaze как скетчи Тернера, значит это все-таки только тот хак так глючит.
А оригинал так не глючит. Ну, жаль, что хак со скетчем не работает. Это один из лучших хаков. Там очень удачно скетчи сделали. Ну, немножко глючновато. Ну, не то, что... Не смотрится он так, как... Хотя он вполне вписывается, конечно. Интересно поиграть с скетчем. Street Fighter 2. Но все равно такой багованный немножко. Ну, не идеал. Так, версия 2. Там себе игра плохая, скажу, как работает Rock'n'Roll Racing. Какой музон. Тут даже не знаешь, этот трек Bad to be Born. Если выбрать на 2 игроков или напомню, что это хак T Rock'n'Roll Racing версия 14. Очень крутой хак с новыми локациями, новыми машинами, новым искусственным интеллектом. Так вот, если играть с ботом, тут есть такая возможность, то есть играешь как на 2 игроков, только второй игрок за тебя комп играет. Ну, то есть достаточно прикольно. Ладно, я покажу на одного игрока. И на одного игрока он работает нормально, а вот этот... А вот на 2 игроков экран начинает колбасить вообще по жести. Мне, наверное, проще сейчас заново игру начать, чем я разберусь, как выйти из нее. Что в этом хаке примечательно, он поддерживает аудиотреки CD-диска. То есть можно загрузить со SNES саундтрек или свой собственный, или вообще какой-то. Ну, вообще для него куча саундтреков. Я и сам, помню, подбирал саундтрек. И вообще он убойно звучит. В общем, кто не играл этот хак Rock'n'Roll Racing, строго рекомендовано. Он лучше, чем сама игра. И вот так колбасит, когда на 2 игроков. Насколько я помню, как-то можно... можно то ли селек нажать, то ли еще что-то. И отключить отображение половинчатого экрана. И, в общем, какой-то из ботов играет за меня. Ну, звук это вообще жесть. Из ушей кровь потечет. Я в наушниках еще, в наушниках. В общем, не слышу этот звук, к счастью. Но только мельком. Но я знаю, какой он тут поганый. Ну, одного игрока можно при желании играть, но если с компьютерным интеллектом, ну, за тебя в кооперативе, то каждый раз задолбает переключать этот экран и будет колбасить глюки. Посмотрим, как работает Shining Forces Smash Pack. Ну, если, наверное, все игры из Smash Pack. Так. We are living in America. Сглаживания как-то вообще никакого нет. Эти шрифты такие, ну, как через RGB подключить Сегу к телевизору. Оно настолько же все ужасное. Ну, к справедливости сказать, во всех эмуляторах Сеги так.
И в Sega Smash Pack, и в Sega... К слову говоря, музыка не сильно отличается от оригинала. Она ужасная в оригинале и ужасная в эмуляторе. Наверное, видно, что его затачивали именно под Shining Force и под все эти вот. Если на мутном телеке играть, то не видно, в принципе, всего этого пиксельного каши и ужаса. Пару слов сказать еще про эмулятор вот из Smash Pack. Та версия, что многие знают по Вектору или по Кудос. Нет, Кудос не выпускал, по-моему, только Вектор выпускал. Так она сделана с этим дурацким меню, с такой тупой сортировкой по жанрам, очень сомнительной. И очень сложно там выбрать какую-то игру из всего этого списка. Но это не значит, что для того эмулятора нет хорошего меню. Для него есть хорошее меню. Вот примерно такое, как здесь. Кстати, очень похоже. Там тоже игры все отображаются списком. И тот эмулятор можно использовать именно что тоже. Ну, более все качественно можно сделать, чем продавали пираты. Поэтому это все на вине пиратов, что они так коряво все придумали. А может, на то время еще не было просто. Что примечательно, работает хаки Дюны. Кстати, его как-то подрезали, этого императора или кто это. Почему они не сделать бы им автоматическое переключение региона, чтобы вручную не переключать? Потому что в некоторых играх переключаешь регион, но уже поздно, как бы. Игра не сбрасывается, и она все равно регион потом не видит. Это не простая игра, это опять же хак. Хак, в котором можно пинать ногой, по-моему, в прыжке. Тут и в оригинале музыка поганая, а тут так вообще. Что, и все? Музыка же. А я проходил, кстати, эту игру. Очень сложная. Мне показалось в свое время. Duke Nukem 3D работает нормально, я проверял. Червяк Джим даже не знаю, как. Кота Феликса ужасно глючит. Музыка, просто уши вытекают. А сам кот Феликс вот так движется. Все дергается. Это просто ад. Потерянные викинги. Ну ладно, черт с ними тогда, раз они все достаточно. Rock'n'Roll Racing показывал, как работает. Shining in the Darkness не знаем. Mortal Kombat и виснут. Может, Mortal Kombat 2 работает. Contra Hard Corps почему-то у меня вот 3 хака, и все 3 виснут, и оригинал, по-моему, даже виснут. То есть вообще неиграбельно. Не знаю, может какая-нибудь европейская версия будет работать. Probotector. Но не пашет.
Но удивительно, что хак второго Mortal Kombat работает. Ладно, не буду я в личном. Управление какое-то заторможенное очень. У меня хоть прием интересно работает по-нормальному. Ну так она работает. В общем, Mortal Kombat 2. Я не знаю даже, можно ли играть, потому что что-то с управлением не то. Оно вот сейчас покажу. Он не идет. Вот я нажимаю влево сейчас. Удар, нажимаю влево. А нет, идет. Ну, как-то управление назад-вперед, оно вот сейчас, например, не идет вперед. Проблема или в хаке, или в эмуляторе. Скорее всего, в эмуляторе. Короче, не работает так, как нужно. Я думаю, сложно будет играть с таким управлением. Контры, вот виснет контра даже оригинальная японская, виснет хак, виснет хак там, где все уровни по порядку. Полностью все виснет к чертям. И последнее, что хотелось бы проверить, и что я сам не проверял, это работает ли Battletoads. Далеко не на каждом эмуляторе он запускается. Почему-то. Казалось бы, простая игра, но нет. Кто не играл в этот хак, это просто убер-хак. Крутой хак крутой игры. Если в оригинале игра интересная, то в хак играть просто в 2 раза интересней. 10 врагов, просто немного, их очень много. Если в оригинале просто очень легко. Звук, конечно, ужасен просто в этом эмуле. Уши вытекают. Тут еще только босс стоит, 2 боба выходит. Если не успеваешь спрятаться, один уже вылазит, пока эта заставка показывается, как удивляешься выходу боба, то уже второй боб успевает подбежать, начинает тебя пинать. Единственное, что меня в этом хаке всегда напрягает, что там во втором уровне баг с лифтами. Если можно зайти в лифт, не убив всех врагов, и все, на этом конец игры, потому что дальше не пройдешь. В лифт уже зашел, а враги еще ходят. И уже из лифта не выйдешь, поэтому во втором уровне надо быть осторожными и не заходить в дверь, вот там, где те лифтеры стоят. Надо сначала убедиться, что врагов точно уже нету. И я даже не знаю, почему Ти этот баг гадкий не убрал. Неужели это так сложно по сравнению со всем остальным, что нужно было сделать для этого хака? Ну, на этом все. Я и так очень долгий летсплей сделал. Я не знаю, кому хватит терпения досмотреть. Я хотел уложиться в 15 минут или даже хотя бы максимум полчаса, но, наверное, уже прошло 45 минут или больше. Поэтому вот такой вот эмулятор, новый эмулятор, точнее старый эмулятор, но
по-новому найденный для Sega Dreamcast, появился в сети. Не знаю, можно ли вставить ссылку в описании, если кому он нужен. Но можете спросить или в личку где-нибудь на MLND или так, где-нибудь спросить. И я дам сборку. Или можете погуглить, просто кто-то уже перезалил на Яндекс.Диск. Ну там GD, и GD еще, конечно, надо будет раз потрошить и сделать из него CD в формате джаглера, чтобы запускать проще было. Или со своими ромами. Но я даже инструкцию написал, как записать эмуль, создать образ CD. Так что ищите и найдете, может быть. Ну, он не секретный и не редкий, просто уже его выложили в разных местах, но просто эта штука не популярная, поэтому можете не найти. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки или ставьте дизлайки. И всем, в общем, счастливо.